Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Германия входит в зимний отопительный сезон с полупустыми хранилищами. Цены на газ летом конкурируют с зимними. Насколько оправдана надежда операторов ПХГ на зимнее снижение и хватит ли таких объемов проковылять зимой? Что касается Германии. В Германии сейчас ПХГ заполнены примерно на 49%. Это данные на примерно 14 августа, ну то есть середина августа, считайте. И вот почти на 50, там 49 с копейками процентов, почти на 50% заполнены подземные хранилища в Германии. Что такое 50%? Это около 12 миллиардов кубических метров. В целом, европейские подземные хранилища сейчас уже содержат больше 60 миллиардов кубических метров газа. И, точнее, порядка 60 миллиардов кубических метров газа, так будет корректнее сказать. И понятно, что до начала отопительного сезона они купят еще. Скорее всего, если вот базироваться на наших подсчетах в рамках Инфотек, то где-то 80-85 миллиардов кубических метров будет в подземных хранилищах Европейского Союза к началу отопительного сезона. Это немало. Это меньше, чем в прошлом году, это меньше, чем в позапрошлом году, ну, меньше, чем за последние, наверное, года 4. Но это немало. И главный вопрос на самом деле заключается в том, насколько сильно по европейской экономике ударит текущий энергетический кризис. И чем сильнее он ударит, тем проще будет проходить отопительный сезон. Поясню. Смотрите, если мы будем отталкиваться от тех показателей уровня спроса в Европейском Союзе, которые... Ах, да, прошу прощения, я только что услышал, что кто-то из наших уважаемых зрителей, да-да, мы сейчас записываемся, но я уже слышу, как по ту сторону экрана некоторые уважаемые зрители говорят: да нам плевать, что там в Европе, важно, что у нас ПХГ наполняются. У нас ПХГ наполняются на 100% каждый год, и у нас настолько стабильно с этим, что об этом даже никому особо не приходится сообщать. Заметьте, когда все в порядке, ни о чем не говорят, потому что о чем говорить, если все хорошо. Как в известном анекдоте про мальчика, который до 3 лет молчал, потому что все было в порядке. В некоторых версиях до 8 лет. Он молчал, потому что все было в порядке. А потом ему дали недосоленный суп. Так вот, дорогие друзья, мы сейчас говорим о ситуации в Европейском Союзе. Опять же, тема для разговора такая. И замечание следующее, что за первое полугодие объем потребления в Европейском Союзе сократился относительно всего, относительно любого другого аналогичного периода, любого другого года. То есть первое полугодие 2026 года оказалось самым провальным по тем данным, которые опубликованы на данный момент. Может быть, их скорректируют в ту, в другую сторону, но вот исходя из того, что опубликовано европейской статистикой, а также профильными организациями вроде форума стран-экспортеров газа, антирекорд. Первое полугодие 2026 года – это чудовищный антирекорд по потреблению в Европейском Союзе. Но с точки зрения европейского руководства это хорошо. Потому что само по себе это руководство настаивало на двух тезисах. Тезис первый. Спрос на газ будет сокращаться примерно на 10-15 миллиардов кубических метров в год. Тезис второй. Сокращаться он будет за счет развития возобновляемых источников энергии и мер по повышению энергоэффективности. На этом предположении базируется, в частности, базируются не только некоторые следствия общей зеленой политики Европейского Союза, но и на этом же базируется такая специфическая вещь, как обещание потребителям, что на них никак не скажется отказ от российского газа. Если вдруг кому-то кажется, что в Европе все уже давно плюнули на российский газ, все от него отказались, его заместили, то это кажется. Более того, если мы посмотрим на поведение потребителей газа, особенно крупных потребителей газа, то их отказ от российского сырья очень сильно волнует.
Это волнение они проявляли и в 25 году, и в начале 26 года. Это волнение привело к тому, что пришлось поступиться некоторыми ограничениями, которые Европейская комиссия собиралась ввести против России в рамках 21-го пакета санкций. Потому что настолько сильными были опасения некоторых игроков относительно запрета на поставки российского газа. Так вот, а что это за опасения? Ну, опасения банальные. А где мы газ возьмем? Можно, конечно, предполагать, и это будет оправдано. То есть под этим есть некоторые основания, что с 27 года начнется кризис перепроизводства. Но кризис мог начаться в 25 году, кризис мог начаться в 26 году, но заметьте, ни в 25-м, ни в 26-м году никакого кризиса на рынке газа, в мировом рынке газа не случилось. Сейчас мы предполагаем, что в 27 году сложатся условия для кризиса, перепроизводства. Но какие гарантии, что он действительно будет? А кризис перепроизводства – это большое благо в текущих условиях для потребителя. Да никаких гарантий нет. Раз в 25-м, 26-м не случилось, может и в 27-м не случится. То есть основывать свои планы, свои производственные планы, исходя из того, что да, скоро газа привезут столько, что просто завались, невозможно. А тут вам говорят, мы запрещаем импортировать газ, покупая его у одного из крупнейших поставщиков. Раньше просто крупнейшего, теперь у одного из. Вас, как потребителя, будет это волновать? Безусловно, будет. И вот тут мы видим противоречие между позицией Европейской комиссии, которая как бы, и исходя из зеленой политики, исходя из тех обещаний, которые она успела выдать потребителям, про ВИА, про меры по повышению энергоэффективности, выдать потребителям относительно независимости от российского газа. И между потребителями. Тайна раскрыта. Тюменская техника Case Guru производится в Китае, где сосредоточено 90% производства мировой электроники. Почему тогда на коробках техники Case Guru написано «создано в Тюмени»? В Тюмени инженеры продумывают характеристики и тестируют устройства. В Китае масштабируют производство. Глава компании Case Guru Вадим Боков, прозванный тюменским Илоном Маском, лично контролирует разработку. Вадим выпустил инновационные устройства для уборки по старинке, без химии, но по стандартам медицинской чистоты. Раньше после уборки полов болела спина, сейчас можно убраться без боли. С новинкой Case Guru беспроводным пылесосом TurboSeal. Рекордное соотношение длительности работы и мощности. TurboSeal очищает мебель на глубину до 10 сантиметров. Наши мамы и бабушки мыли полы вручную. Сегодня это делает робот-пылесос со станцией самоочистки. Case Guru самочист. Тюменский самочист проводит сухую и влажную уборку, сам очищается на станции и заправляется водой. Через встроенную камеру самочиста можно наблюдать за домом из любой точки города. Раньше мыли окна, подвергались опасности. Сейчас это делает робот-мойщик Case Guru Чистобот. Case Guru Чистобот отмывает 20 видов поверхностей, горизонтальных и вертикальных. Смотрите инновационные устройства Case Guru для уборки. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Забирайте промокод INFO2607 на скидку до 1000 рублей. Потребители опасаются. Еврокомиссия говорит, все нормально, все будет хорошо. Поэтому с точки зрения Европейской комиссии, то есть руководства Европейского Союза, падение спроса – это подтверждение тезиса, который выдвигала Европейская комиссия еще в 2025 году. Собственно говоря, в 2025 году впервые так вот было артикулировано в виде некого, точнее в составе некоторого одного документа, объемы сокращения ожидающиеся и причины сокращения спроса на газ. Мол, не волнуйтесь, нам эти объемы, которые из России покупаем, будут не нужны к 2027 году, потому что мы к тому моменту вообще сократим спрос естественным органическим путем. И вот итоги первого полугодия. Европейская комиссия хлопает в ладоши и говорит, да, все, как мы предсказывали. Вот в 2025 году полная ерунда получилась, потому что там вырос спрос на газ. Но вот теперь все хорошо, все замечательно. Падение спроса. И Европейскую комиссию в этом плане можно поддержать. Действительно, для Европейского Союза грядущей зимой падение спроса – это хорошо. Не потому, что это подтверждает тезисы Европейской комиссии, нет.
а потому что это снижает нагрузку на газотранспортную инфраструктуру. Это снижает нагрузку на подземные хранилища газа, снижает нагрузку, в конце концов, со стороны спроса в целом. К чему это? К тому, что важно ведь не сколько газа вы накопили, важно, сколько газа вам надо будет за весь сезон и сколько газа вам нужно будет в наиболее критические моменты. А спрос на газ в наиболее критические моменты зависит в первую очередь от погодных условий, потому что откуда берутся критические моменты? Резко похолодало, и, если мы говорим про Европейский Союз, остановились ветряки. Солнечные панели и так зимой вырабатывают, мягко скажем, не очень много, непонятно почему. Так вот, ветряки остановились, а резкое похолодание приводит к тому, что нужно и много электрической энергии, много тепла. Откуда вы будете брать? В первую очередь на газовых электростанциях. Значит, со стороны газовой генерации резко возрастает спрос на газ. Плюс ко всему там еще вопросы отопления, то есть и со стороны ряда потребителей, не относящихся к электрогенерации, тоже спрос на газ возрастает. Но можете ли вы повлиять на вот этот погодный фактор? Очевидно, не можете. То есть он может случаться вне зависимости от вашей воли. Однако есть показатель постоянного текущего спроса. То есть сколько нужно промышленным, в первую очередь, предприятиям, сколько в среднем нужно домохозяйствам. И вот этот показатель будет сокращаться. А значит, в критический момент, в момент критического роста спроса, вот эта текущая составляющая окажется меньше, скорее всего, чем была год назад, чем была 2 года назад. И значит, суммарный спрос в критический момент будет ниже того, что было бы, если бы подобные погодные условия пришлись, скажем, на сезон 24-25 года или там 23-24 годов. И тем более, ой-ой-ой, какой кошмар, если бы это пришлось на сезон 20-21 года. А тогда было резкое похолодание. Если что, в самом начале 2021 года резко похолодало. Притом это не только Европу затронуло. В Мадриде люди в снежки играли. Там в Испании вообще как-то люди слегка были шокированы резким похолоданием и теми изменениями, которые это похолодание принесло. А тогда еще и по штатам это ударило. Техас замерзал. В общем, это было, в общем, не так давно. И может повториться и сейчас. То есть нет никаких гарантий, что такого рода похолодания не будет. Но текущий постоянный спрос в начале 2021 года был гораздо выше того, что наблюдается сейчас. И того, что мы можем, исходя из текущего падения спроса, ожидать в сезон, отопительный сезон 26-27 годов. И в этом плане, дорогие друзья, вообще не важно, сколько они там в подземных хранилищах накопили. То есть, если вы хотите просто постоянно нагнетать, что вот, у них там все плохо, ай-яй-яй, можно постоянно эти данные публиковать. Но они, по большому счету, ничего не говорят о грядущих проблемах или отсутствии проблем у европейских потребителей. И вот тут мы, давайте еще раз, резюмируем. То есть, с точки зрения Европейской комиссии, падение спроса – это хорошо. Во всех смыслах. С точки зрения газового рынка в целом, падение спроса – это хорошо. Потому что в критический момент, когда у вас суточное потребление резко вырастет, оно вырастет не настолько сильно, не до тех уровней, до которых выросло бы, если бы у промышленных предприятий не возникло бы проблем, которые они испытывают в данный момент. А они испытывают проблемы. С точки зрения европейского руководства, текущие проблемы – это не проблемы. Это, наоборот, подтверждение того, что они все делают правильно, что скоро произойдет полный отказ от ископаемого топлива, и везде будет одно сплошное ВИА. На этом, дорогие друзья, все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на Александра Фролова, подписывайтесь на Геоэнергетика. Инфо, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч.